Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, январь 2024 года. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но вы люди интуитивные, я надеюсь. Первое, мы проведем с вами приятное время. Ну и второе, все равно какие-то подсказки, даже из общего прогноза, вы для себя получите. И январь, если мы говорим, 2 числа выход Меркурия из ретро-движения, и буквально после 2 числа то, что прежде становилось на паузу, или, может быть, какая-то поездка у вас откладывалась, корректировались планы. Здесь зеленый свет. И 21 числа Плутон переходит в Водолей. И знак Водолея – это, безусловно, новаторский знак. Это новые какие-то реальности или больше свободы, больше индивидуализма для всех нас. Это как возможность самореализации, безусловно. Но Плутон – планета медленная. И вот эти перемены, которые неизбежны, они не произойдут быстро. Они где-то будут растянуты на 24 год, хотя сама по себе структура какой-то системы уже в 25-м будет более надежно отстраиваться. Но тенденции мы уже и сами как заложим в свою жизнь в 24 году, так мы и будем видеть, как же распределяются события или к чему они идут. Вот эта игра по новым правилам, новая эпоха Водолея как будто уже приходит в нашу жизнь. Хотя Плутон в Водолее, ух ты, у вас карта императрицы переворачивается, посмотрите, смена статуса. Для кого-то статуса через личную жизнь, для кого-то через ваше творчество, через работу, финансовый достаток, почему нет? Или вопросы материнства, такое тоже может быть. Но это когда у нас все под контролем, это карта власти, но власти доброй. Здесь больше дипломатии и уверенности в себе. Вот правда, императрица, она плодовита именно на реализацию собственных проектов, помимо физиологической плодовитости. И поэтому для кого-то из вас какой-то даже сумасшедший проект вы сможете осуществить, правда. Может быть, вы занимаетесь творчеством, по части творчества вообще прекрасно. Или работа на самого себя, или какое-то ремесло. Значит, получится, ну, как быть популярным, например, да, стать медийным человеком, вообще изменить свое качество жизни кардинально в 24 году. Вот интересно, правда, мои дорогие скорпионы. И Плутон. Он у нас еще в течение 24 года будет не только в Водолее, он пробудет в нем с 21 января по сентябрь. В сентябре он вернется ненадолго в знак Козерога и уже с ноября окончательно разместится в Водолее на 20 лет. Я хочу достать первую карту, и мы ее с вами назовем. Какая сфера жизни для вас будет проигрываться наиболее активно в январе? И что в связи с этим важно знать? Сюрпризы января. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Что скрыто? Что может помешать? Что будет радовать и помогать? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Финансы. И личная жизнь. Какая сфера жизни для вас? Ух ты, старший аркан. Перевернулась императрица, а здесь старший аркан мир. Мир, порядок, мир в собственной душе. Безусловно, полностью баланс. Но по этой карте нет ничего невозможного. И если мы говорили реализация вашего проекта, пусть игра по новым правилам. Так вот, у вас эти новые правила, отчасти вы их сами будете себе задавать. И здесь хотите переезд? Далеко получите. Может быть, это где-то предвестник будет в январе. Каких-то, ну, грандиозных ваших планов. Хотите заработать много денег? У вас тоже получится. Хотите поменять должность?
тоже, пожалуйста. Но, видимо, продумать какую-то стратегию, тактику определенно придется. Это 21-й последний аркан, и у кого-то он может проиграться как получение денег, крупной суммы. И такое может быть. Или получение важного документа или решения. Но здесь будет какая-то радость, которая словно будет итог приложенным вашим ранее усилиям. И такое может быть. Но, правда, нет ничего невозможного. Вот вам, пожалуйста, лавровый венок. Какая-то, как и удача, как и стечение обстоятельств, так и словно Вселенная хочет вам помочь, открывая перед вами какие-то перспективы, правда? Или ваша поездка, может быть, вот банально на житейском уровне, может проиграться куда-то очень далеко. Может быть, вы и не планировали, или планировали, потом отменили. И здесь вы можете остаться довольным именно тем, что у вас удалось это осуществить. Поэтому если, ну, на кону, правда, пусть даже и недалеко куда-то поездка, но как будто стоит отправляться. Тут какие-то новые возможности могут приходить такими путями, которые мы заранее не просчитаем, а вот уже узнаем тогда, когда будем с чем-то взаимодействовать. Не пропустите чего-то. Когда старший аркан, это всегда обстоятельства на нас воздействуют. И вот у вас что-то грандиозное на повестке месяца. Точно. Главное, не шагу назад. Главное не оборачиваться, не думать, что я какую-то историю сейчас словно реанимирую и повторно что-то могу проиграть и добиться в чем-то успеха. Вот повторно как будто одерживать победу по тому событию, по которому был минус, может быть, или, ну, не срослось, не договорились. Вот здесь как будто нет. Карта трансформации 13-го аркана, ну, буквально, что важно знать. Здесь вам только вперед. Вот с этого момента, с января практически. И весь мир у ваших ног. По этой карте не будет чего-то очень быстро, правда. Мы, наверное, вот я всегда приводила ранее, по крайней мере, пример с зернышком, вот по этому 13-му аркану. Мы, когда зерно садим в землю, в первую очередь разрушается твердая оболочка, которая долгое время сохраняла вот этот росток. И пока этот росточек пробьется к солнцу, он вторично должен сквозь темную землю словно пройти. Так и мы можем ощущать аллегорию вот этой оболочки, как что-то вокруг нас, как порядок меняется, как будто разрушаются какие-то оковы, препоны, преграды, и вот открывается весь мир. Но надеемся сами на себя и не торопимся куда-то, потому что как тому росточку нам словно в темноте придется пробиться через эту землю для того, чтобы попасть к солнцу. Мы словно будем, вы, мои дорогие скорпионы, исследовать непознанную землю без карты. Поэтому спешка тут неуместна. Но и назад как будто дороги нет, только вперед. Что-то важное у вас, мои дорогие скорпионы, на кону. У скорпионов всегда интересное что-то. Хорошо, сюрпризы. Еще один старший аркан. Карта ангела в этой колоде. Это карта возрождения. Это карта избавления от боли, от страданий, от разочарований, от всего того, что нас тянуло назад. Вот, все закончилось. Нам только что об этом сказали. И правда теперь только вперед. Верьте в помощь высших сил, вашего ангела-хранителя. Верьте в самого себя. Это очень важно. Верьте и слушайте свою интуицию. Она вам точно подскажет то, как нужно действовать, или, может быть, куда-то и не торопиться. Интуиция – это не есть какая-то глубокая философия на мелком месте. Поэтому сомнения уберите, оставьте только интуицию. Интуиция, по сути, это наш опыт где-то. Но вот тот беспристрастный, безэмоциональный, когда мы оставляем только ситуацию. И здесь, правда, что-то доброе, светлое, как сюрприз, приходит к вам на порог, в вашу жизнь. Именно потому, что вы этого заслужили, как будто. У вас 3 старших аркана. Правда, события извне, словно какая-то конфигурация Вселенной выстраивает перед вами открытый путь к чему-то. Как-то меняется реальность, словно преломляется над скорпионами или вокруг скорпионов. И эти изменения, конечно, по старшим арканам могут пройти в любой сфере жизни. У кого-то
В личной жизни это будет такая трансформация. У кого-то по работе, по финансам, а у кого-то с переездом связано. У кого-то из вас начнется в одной сфере жизни, а подтянет за собой вот такие глобальные перемены, когда вы сами изменитесь. Давайте посмотрим неожиданности. Ну вот опять карта императрицы. Удивительный расклад. Целиком и полностью, мои дорогие скорпионы, надеюсь на вашу интуицию. Как вы сами просчитаете, прочитаете эти карты. Если мы говорим в сюрпризах, у вас старший аркан 20-й. Когда мы говорим, это страшный суд называется, но это добрая карта, как бы она ни называлась, избавление от боли, повторяюсь, или страданий. А вот в неожиданностях, что в этой позиции я предполагала, ну, больше минусов. А у вас карта императрицы, карта нового статуса, нового качества жизни. И все то, что с ней приходит. Нет у вас минусов. Может быть, и есть какие-то альтернативные варианты, которые тут по четырем картам старших арканов, правда, на вас будут так или иначе воздействовать либо обстановка, в которой вы находитесь, либо то, что вы сделали прежде, как будто, да, заложили в свою копилку успеха. А теперь разворачивается пространство, открывая перед вами какие-то возможности глобальных изменений, перемен. Может быть, вот этот самый ваш Плутон. И надо сказать, ведь правда, 24-й год для вас очень знаковым может быть. И где-то вот эти перемены начинаются с января. Может быть, что скрыто. Мне нечего добавить. Королева кубков – это вы сами. Что скрыто? Это вы что-то будете скрывать. Хотя ваша энергетика от начала до конца. Знаете, раньше королеву кубков рисовали королева-русалка. Та, которая заманивала моряков и рыбаков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и какую-то волшебную любовь. Ей верили, за ней шли, там и оставались. То есть это великий манипулятор. Что скрыто? Вам придется что-то скрывать. У вас на повестке дня у каждого будет, безусловно, что-то свое. Но в целом возможности, мои дорогие скорпионы, и, может быть, правильно провзаимодействовать с тем, что придет на ваш порог. Поэтому и такая энергия, кстати, неторопливая, что скрыто ожидание, может быть, вот такое значение по этой карте, когда придется чего-то и подождать. Или себя словно не подталкивать, а правильно рассчитать что-то. Где-то быть и хладнокровным. Я имею в виду очень рационально жестким в каких-то вопросах, потому что все же у нас выпадает 13-й аркан, и действовать придется в одиночку и рассчитывать на самого себя. Поэтому манипулятором быть, серым кардиналом явно в каких-то вопросах неизбежно придется, чтобы как и не просчитаться, так и чего-то не упустить. Но очень сильная позиция у вас. Итак, давайте мы посмотрим еще один старший аркан, что может помешать, когда мы сами искусственно либо поставим что-то на паузу. Видимо, как-то не провзаимодействуете вы с теми возможностями, которые придут в вашу жизнь. С другой стороны, по этой карте, чтобы не согласились вы на то, что вам в последующем какой-то минус принесет. Вот будьте внимательны. Все-таки по аркану повешенный проходит такое значение, когда тупик, да, или когда жертвенность. Жертвенность в каком плане? Когда мы согласились на какую-то мутную сделку или с какими-то непонятными людьми, да, начали общение ненужными, или когда мы не хватило решимости с чем-то определиться. И мы типа и вашим, и нашим пытаемся где-то лавировать, но это и есть уже тоже своего рода тупик и какое-то подвешенное состояние. Но больше это ведь по карте идет, когда человек сам себя подвесил для того, чтобы увидеть что-либо с другого ракурса. А нам говорят, тут нечего разглядывать. Тут все на повестке этого месяца будет стоять, правда? И поэтому искусственно что-то на паузу не ставьте. Что-то будет само по себе, где-то неспешно. Поэтому как и не рисковать собой, не соглашаться на какие-то двойственные ситуации, качелеобразные отношения или
смутными людьми, как я говорила, да, непонятными, тоже меньше взаимодействия, чтобы не было вот этих тупиков. Для себя нужно, наоборот, какой-то более открытый фарватер рассмотреть, что будет помогать, хоть и называют эту карту иллюзорного успеха. Но правда, ваша неспешность, но не пауза, будет помогать. Вот тут тонкий такой подход. Тут нам говорят про ожидания. И ведь семерка кубков, почему я говорю, не совсем нам тут про иллюзорный успех, хотя, конечно, вдохновение, радость, какие-то новые возможности. Посмотрите, 7 кубков. Выбирай любой. Ну, видимо, будет и выбор стоять. Но если про нумерологию, то любое движение или активность происходит в 6 стадий. Почему любая карта Таро 6 – это есть победа. Следом за 6 идет 7. И это статика после победы, перезагрузка, когда мы должны сохранять свои позиции. Вот вам придется где-то не торопиться, чтобы сохранить свои позиции и правильно наметить ориентиры. Кубков 7, а выбрать нужно как будто один. И это правильный выбор вам поможет. Дела, работа, бизнес. Вы можете столкнуться, безусловно, с человеком, который, может быть, вам способствует, помогает, может быть, это ваш партнер, или есть взаимодействие какое-либо с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Может быть, он там имеет асцендент или по Луне даже, да, но это те люди, которые, знаете, надежные люди проходят. Те, которые из хаоса умеют создать порядок, у которых, ну, где-то все под контролем, раз. И если мы говорим про эту карту, королева Пентаклей, она находится среди райского сада. И этот сад она создала по преданию своими руками. Вот вы будете буквально создавать свой райский сад, если в целом про энергетику, опять же, своими руками. Вот что-то отстраиваться или намечать что-то в январе вы будете, когда все должно быть под контролем. Ну и, понятно, финансы как будто тоже будут. Это может быть помощь человека, безусловно, но и вы-то как будто вам приглашают вас даже карты быть в точно таких же энергиях, когда ничего нельзя упустить, все придется контролировать. Финансы, праздник после победы. Так называется эта карта. У нас показана семья, вот именно в этой колоде карт. Хотя больше в других колодах говорят об успехе профессиональном, где-то денежном эквиваленте. У вас на деньги, кстати, выпадает. Но, значит, деньги будут, это уже нам сказали. И правда, карты императрицы дважды будут. Но есть еще какая-то радость. И эти 4 жезла, это как якорь, уверенность. Рядом карта королевы Пентаклей. Правда, уверенность в сегодняшнем дне, в завтрашнем и финансовой составляющей. В личной жизни, я бы сказала, тоже уверенность. И личная жизнь, и еще один старший аркан – Луна. Знаете, карта Луна иногда говорит, что будьте аккуратны, не рискуйте собой. Мы можем столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы, когда, знаете, не делать чего-то как на автоматизме, или не делать чего-то небрежно. Придется контролировать все до мелочей. Иногда карта Луна, она, кстати, если мы говорим про личную жизнь, она часто означает тепло домашнего очага, когда мы что-то дома улучшаем, когда взаимопонимание, чувственность, нежность, ласку, это все проходит со знаком плюс. Это карта интуиции. Но я начала больше, наверное, с минуса, потому что, правда, иногда Луна говорит буквально как будто мы оступиться можем, понимаете? Это не есть что-то глобальное, а именно когда мы пронеслись куда-то словно на космической скорости и не успели вовремя что-то подметить. И потом нам придется с этим разбираться. Здесь может быть по-разному. Поэтому я к тому, что берегите себя, не рискуйте собой. Но я надеюсь, для всех это проиграется именно как личная жизнь и какие-то приятности, которые касаются вашей пары, вашей личной жизни, может быть, вашего дома. Тут у каждого по-своему. Но и слушайте свою интуицию. Вот я могу воспринимать эту карту теперь как совет, потому что посмотрите, сколько у вас старших арканов. Вот сколько знаков зодиака до вас, мои дорогие скорпионы, сделала, не было ни у кого таких карт.
И значит, у вас что-то особенное, как всегда, у моих дорогих скорпионов, уже в самом начале 2024 года. Есть какие-то удивительные возможности, но понятно, что нужно все контролировать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.